Всех приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Gathering with Scroll. И сегодня мы с вами продолжаем такую прекрасную серию, как God of War. Да, похождения Кратоса продолжаются. Наша цель близка, и мы к ней стремимся семимильными шагами. Давайте потихонечку начинать. Наливайте чаек, доставайте печеньки. У нас хардкорное продолжение. Путешествие. Где Синдри. ты научился? Ну, когда наши с Броком пути разошлись, Ага. я учился в Ванахейме. Было очень познавательно. Я такой, я всегда ищу новые источники вдохновения. В том числе и поэтому мы с Броком расстались. Он не развивался. Мы топтались на месте. Да, достигли мастерства в оружейном деле, но что дальше? Перемены — часть жизни. Не умеешь приспосабливаться, останешься прозябать на обочине. В пыли и грязище. Ладно, в другой раз. О, пока вы не ушли. Давай еще Будьте что-нибудь особо интересное нам осторожны, выдай. рядом с вершиной. Один там что-то охраняет, а ссориться с асами вы уж точно не захотите. Кто? Мы? Что По приглянулось? предметам у тебя что-нибудь новое появилось, к примеру? Изогнутая рукоять возрождения. Высокий шанс получить прилив здоровья при успешном точном броске. Угу. То же самое, но при ударе палача. При убийстве врага. Прилив здоровья. По параметрам нам не подходит, к сожалению. Высокий шанс получить защитный барьер, поглощающий урон от вражеских атак при подбрасывании его в воздух. Бесполезная штука, потому что противники умеют входить в дикую ярость, и в ней очень сложно их в воздух поднимать. Но то же самое, но силу удара повышает. Ничего такого интересного нет, к сожалению. У тебя Брок. Да. Наш сет, если что-то будет нужно, я основанный на рунных атаках, пока самый лучший. Его и будем использовать. Совсем недавно мы охотились только на оленей. И вот сражаемся и с темными эльфами, и с троллями. А вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю. Просто здорово быть сильным, понимаешь? Да, понимаю. Вьетнамские флешбеки у нашего Кратоса. Рунная атака, возмездие Тюра. Слабая. Что она делает? Топор зависает и делает множественные атаки по одному противнику, да? Ну, такое себе. Основанное чисто на уроне. У нас стоит сейчас разрушающая волна. Притом эта волна еще и атаку льдом наносит. Угу. Ну ладно. Пусть побудет в запасе. Может, что-нибудь и составим с ней в будущем. Потому что кто знает, какие для него тактические планы. Вот я слышу кошмариков. Ага. Типа нас учат, что противники умеют Ничего себе!
А как поменять статрей, я забыл. Я забыл, как поменять тебе стрелы. А, вот, сюда, да. Надо его оглушить. И только потом мы имеем возможность его убить. Лети за ним! Пофигу на его дикую ярость. Нам надо убить этого кошмара. Все, минус. Потому что под кошмаром противники имеют ужасающую регенерацию. И их не то что сложно убить, иногда невозможно, если у тебя урон не превышает скорость их восстановления. Да, тяжело. Так, а тут у нас смола, да? Вот и он. Мне его разбить? Трума! Но желательно поточнее. Вот. А мне нравится. Хотя странно. Этот не разбился полностью. Я попал по этому кристаллу, но он все равно светится. Да-да. Глаз! И поэтому будем его использовать. Трума! Еще чуть-чуть! Вот и Атрей дает. Теперь он умеет ошеломлять противников. Вообще хорошая тема. Особенно когда этот удар молнии не дает им входить в это состояние тупо, потому что парализует их. Ладно, полезли наверх. Чувствую, нам тут будет немного... Да-да-да, наверх подняться надо. Слушай, сына, вот в этого постреляй, а? Слушай, ты, конечно, молодец, но не совсем. Поэтому умираем. Почти готов. А вы там застряли, да? Я готов. Да ты издеваешься. Нет, не бросай меня здесь! Так. Ну, погнали. Да ты издеваешься. Ой-ой. Да.
Тупо скинул своей моделькой нас с уступа. Парень. Не очень удобно получилось. Прости, не могу. Да где там в камне, блин, кошмар застрял. Понял? Я Так, готов. надо приспособиться. Это его фиг пробьешь. В рукопашку пробьем тогда. Здоровье, в принципе, можно взять, да. Ну и восстановила его полностью. Здесь у нас путь закрыт смоляными этими всеми подтеками. Впереди враг! Подожди. Да ты издеваешься. Нет, вставай. Еще это заморозка. Не особо она лицеприятна на Кратосе, потому что он и так иногда немножечко не удобен в плане маневрирования. А с заморозкой так он вообще не чувствуется. Ну вот и все. Ты как это успел форму-то войти, не? Вот. Кратос, ты не надо так делать, нет. Подожди. Я готов. Вот. Берегись. Все, и минус. Смотри, там мост. Но как нам до него Отлично. добраться? Вообще все супер. А сундук. Предположительно из рун. Да. Или нет. Теперь он застрял с другой стороны. Ну и здесь разобьем, значит. Мне никогда не надоест взрывать штуки. Ну, чисто ребенку дали возможность разрушать все, что возможно. Так что Атрей у нас теперь не заскучает. Смотри, тут еще. Это Эмир. Мама начинала про него рассказывать, но я был еще маленький. Мимир. А, это наш Великаны рождаются у него из-под мыши? будущий спутник. Один пронзает его копьем? Что это? Что именно? Ау, тут руна есть. Спасибо за намеки. Потому что в этом моменте, как я помню, их было довольно-таки трудно заметить. Они скрыты от глаз прям хорошо так. Кошмары! Где? Почти готов!
Ладно, хорошо. Этому вообще пофигу и на птицы, и на все прочее. А можно прекратить свои потоки, не? Пока нет. Вот это дело. Сына надо оглушать. Раз, раз, раз. И он еще жив. Все. Добили. Всех приветствую. Пока потихонечку тут разбираем всякие секреточки, да головоломочки. До горы осталось, считайте, рукой подать. Так. Пойди сюда. Ладно. Кто это написал? Ну и что там сказано? Не скажешь? По ХП у нас меньше половины. Не сказать бы... Ой, еще одна руна. Остался один. Что удовлетворительно, но в принципе пойдет. Так, там снизу, сверху я вижу камень здоровья. Его можно будет использовать. И может даже третью руну найдем. Чего? Они теперь и в сундуках сидят? Слушай, парень, тебе там нормально вообще? Уже можно идти. Прости, я не готов. Ничего, это тебе ярость не поможет. Нам вообще нужно сет собрать на рунические атаки. Вот. Желательно, чтобы она появилась у одного из гномов. Если нет, будем по доп. Заданиям ходить искать их. А где третья-то руна? Я не вижу ее. Где-то в темном уголке по-любому притаилась. А, вот она. Да, наверху, как и предполагалось, стоит. Вот и все. Яблоко и Дун, одно из 3. У нас, по-моему, там 2 или даже 1 вот как раз рог есть для развития ярости. И, как обычно бывает, не выпал под него ничего. Давай, сын, у нас впереди Стало холоднее. Наверное, мы почти на вершине. финишная прямая. Да-да.
Осталось прям чуть-чуть. Уже скоро, мам. По ХП у нас все хорошо, да. Смотри, вершина! Мы совсем рядом. Меня больше всего радует, что мы встретимся с нашим Твой колчан. хорошим Лямка лопнула, другом. когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится. Стой. Сломанный Кратос будет колчан учить его замедляет стрельбу. бытовым С болью премудростям. можно мириться. С плохим оружием нет. Пока сойдет. Хорошо? Да. Отлично. Спокойно, гляди под ноги. Отличные виды вообще. Настреливаем сына, настреливаем. Я его уложу! Я не готов! Берегись сзади! Трума! Так, избавиться надо от этих... Ё-моё. Нет, по нему урон не проходит. Осторожно! Ладно, тогда в ярости побегаем. Главное избавиться от этого, потому что по нему удары топором не проходят, как ровно рунические атаки. Прости, я не готов! Вон, видели дальнего противника? Наш Атрей ошеломил перескакивающей молнией. Вот поэтому это зачетная такая способность. При том, что Атрей всегда контрит цель, которую Я мы не справился. хотим, Да? или которую Ты стал нет лучше. необходимости тактически держать. Это молниеносное перекидывание прям очень подходит. Ты ведь тоже это слышишь? Да, помолчи. Больная тема. Ты знаешь, зачем мы здесь. Наша прошлая встреча не развязала тебе Тот язык? человек, что приходил к нашему дому. Ты же вроде убил его. На этот раз ты не один. Видимо, дело важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что, до сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Ну а мне-то почем знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдер, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, Плохие из них свои переговорщики. угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Ну, у двоих реально как будто интеллекта на Мы лице и не вернемся, видно даже. И выбьем тебе второй глаз. Не забывай, мы повсюду. Так и будет, правда? Так. Притом мы ползем все это над пропастью. Чисто. Если сорваться, то конец всей нашей эпопеи с восхождением. А, ну вот и вы, легки на помине. Татуированный человек и малый ребенок. Пройди за ними следом, убедись, что ушли. Да мы же видели. Делай, что сказано. Он не знает, кто ты. И меня это устраивает. А, А ты кто? я величайший посредник для богов, великанов и всех созданий 9 миров.
Здесь я знаю каждый уголок, говорю на всех языках, знаю про все войны и все сделки. Мгм, Мое имя Мимир. Существо, что умнейший выбрало злодей. вилку. И могу ответить на все твои вопросы. Зачем мы нужны сыну Одина? Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь уже 109 зим назад. 100 лет. Я умный малый. Я догадаюсь. Обещаю, ты дай мне время. Да ушли они, ушли. Как я и говорил. Мать мальчика умерла. Она Чтобы мы хотела... развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Пам-пам-пам. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йотунхейме, стране великанов. Пам-пам-пам. Нет! Не может этого быть. Заблуждение Взгляните. ввело их сюда. Это самый последний известный мост в Йотунхейм. Видите гору, похожую на огромные пальцы, царапающие небо? Вот самая высокая вершина. Ну да, Не довольно-таки это. Может, пойдем по мосту? символичненько. У нас есть Беврёст. Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули Мидгард. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. И, к счастью для Мгм. вас, я И кто же сегодня это? не занят. Оу. Мы ведь идем в Йотунхейм, да? С точки зрения тактики, это лучший и единственный выход. Лишь туда за вами не пойдет тот, кого нельзя убить. Что надо делать? Ура! Для начала отрубить мне Решение голову. принято. Чего? Ни одно оружие, даже молот Тора, не освободит мое тело от этих оков. Но, к счастью, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью А малой древней любит магии. экспериментировать. Магии. В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет, ты будешь мертв. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Один занимается этим лично, поверь мне. Его фантазия безгранична. Ужас. И так Полный каждый ужас. день. Это не жизнь. Ну ладно. Я не могу на это смотреть. Брат, Да. сперва послушай, мало ли как оно. Мальчик, чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем хуже. Он возненавидит тебя и никогда не простит. Есть многое, о чем он не должен знать. Да? Значит, твои тайны для тебя важнее сына? Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Хорошее завершение диалога. Теперь у нас есть карманная голова, подсказывающая нам всякое интересное и помогающая в бою. Йотунхейм! Мы отправимся в Йотунхейм! Мы найдем затерянный мир великанов! Мир великанов, да. Это... Не ко времени. Ну да. Отнести голову Мимира ведьме. Это мост в Йотунхейм? Наверное, Мимир поможет нам по нему перейти, если мы его воскресим. Ну все, тут никаких вроде таких секреточек-то не видно. Можно потихонечку спускаться. И тут у нас... Что? Какой-то... часть какого-то манускрипта или... этого шифрованного кода, да? Правда, не говорят какого. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да, он в лесу с кровавыми листьями, к югу от озера. Я знаю, куда идти. Самое яркое пятно. Кстати, Надеюсь, вон видно она наш дом вернулась из отсюда. Альфхейма и оживит Вон он. Мимира. Он был хороший, а ты ему голову отрезал.
Мне кажется, или какое-то эхо есть? Это в игре тогда? Потому что я себя не слышу эхом. Тут есть быстрый переход. Оу, как удобно. Еще рановато куда-то идти. Мы еще тут все не доисследовали. А тут нет ничего, да? Чисто такое вот ответвление, не значащее ничего. Удивительно. Сейчас попетляем по нашему межмировому переходику и попадем. А, к ведьме-то сразу и нельзя. Угу. Попадаем, значится, в лавку Брока. Центральный узел. С ума сойти! К нам в дом пришел Бальдер, один из асов. Бальдер! И ты с ним прикинь, твой сразился батя и его победил. Да. Да. Сын Одина, брат Тора. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что Сына ему вопросов ты Если это оживим как-то голову, спросишь. надо? Ладно. не осознаешь, наверное, еще. А как он его победил, Глупо, если он конечно, один из но богов? я надеялся, что мы найдем на той горе великана. Эх. Видать, они и правда все ушли. Ну, кроме змея. Он, наверное, последний в своем роде. Змей, гигант. Тоже последний из своих. Потому не любишь говорить о... Своих? Ну, я про твою семью. Да меня и маму. Откуда ты родом? Кто мать и отец? Не время сейчас для этого. Опять Понял. уходит от ответа Кратос. Не любит он на такие животрепещущие темы общаться. Ни с кем. Здорово, Брок. Брок! 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 Брок Что? обедает. Дай пожрать спокойно. Я же не ору тебя над ухом, когда ты у себя в пупке ковыряешься. Оставь Еда это его. святое. Да что? Вы уже нарушили мое одиночество. Можете составить компанию. Мы не голодны. Славно. Я вам и не предлагаю. Видели Я и твоего мое брата? гостеприимство. С чем мы Вот, поздравляем. примерно так же. Вы, небось, опять дали ему вдосталь поизгаляться над моим топором? М? Ну, показывай. Опа. Этот засранец не сможет Жирными найти баланс, руками. даже если надо отбалансировать свои После яйца. корочка. Он там не отощал? О, Да папа. нет. Хорошо. Так лучше. Проглядывается отношение, возвращение отношений Ну братьев. и что вам еще надо, а? И когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, поди заставь его нормальной горячей жратвы состряп. Похоже, в семье весь аппетит мне достался, как и мозги. Скучаешь? По этому придурку? Да вот еще. Ну просто... Слушай, ты бы шел уже, а? Хватит жужжать тут над ухом. Я Да. уже устал от тебя. Ну, в принципе, Как у него угодно. ничего не изменилось из ассортимента. Можно, получается, что правильно ехать к Фрейе. Для возвращения к жизни вот этой вот прекрасной рогатой Как попасть головы. обратно к ведьме, сын? Сперва найдем лодку. Хорошо. И куда мы направимся теперь? Вон там, за большой статуей Тора. Кстати, вон видно сундук. Чтобы до него добраться... Прости? Бакборд? Ой, лодка слева. Верно. Да, тут есть причал. А, ТТТ. Как
Оу, стрелы от Рея теперь взрывают их дистанционно. Это волшебно. Какой-то предмет на продажу нашли. Так они не бьются, да? Раз. Ага. Получается, начинаем с левого. Посередине. И вот это. Тихо, 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 тихо. Ну, блин. А вот и наш второй предмет к здоровью. Секретка. Еще карта. Здесь должно быть что-то ценное. Вот это... Там видно, что... Устройство для поворота механизмов. Да. Дверь. Вот по центру. Если смотреть. Да, дверь. И... Это что-то наподобие... Угу. Помните задание мы брали у Брока, по-моему, или Синдри? У Синдри, да, брали. Там про гномья у короля. Вот тут лежит этот предмет. Надо будет съездить на него, для него и подобрать. Сейчас мы едем к ведьме. Вот эта статуя. Кто ее поставил? Не знаю. Угу. Не сюда нам, с обратной стороны, да, получается? Да-да-да, вот тут проехать надо. Попадем под грот. И потом уже в пещеру ведьмы. Кратос больно молчаливый у нас. В поездочке после разговоров с Мимиром. Никаких философских историй не рассказывает. Не просто сына получает. Да. Так. Небольшой водопадик. И мы у цели. Вода убыла. Когда змей вылез. Да, я помню. Активируем портал, чтобы иметь возможность его использовать в будущем. Да, и восстановим, кстати, все здоровье. Портал восстанавливает все здоровье, все откаты навыков. Вот тоже полезная штука. Я знаю, ведьма многое умеет. Но сможет ли оживить голову? Она вроде искусна в своем ремесле, и терять нам нечего. А если не получится, мы голову себе оставим? Нет, но можешь скормить ее рыбам. Ладно. Оу. Зато экологично. Приехали. Кстати, вот там сундук у нас есть. С шифром, да. Дверь исчезла. Надо пойти его забрать. Здравствуйте. Как поживаете? Чего? Щит блокирует электрические атаки? Он же как бы это... Тихо-тихо-тихо, не взрываемся.
С ведьмой мы разберемся чуть позже. Пока надо избавиться от щитовиков, потому что они будут сильно мешать. Раз. Давай, ведьма, телепортируйся. И минус, ведьма. Все. Вообще легко и просто. Считайте, играючи. Похоже на выход. Так, у нас тут есть руна интересная одна. Один готов. И выход наружу. Еще с надписями. Здоровье полное. Вот такие вот двери со сферами мы сможем открывать, как я помню, когда у нас появятся клинки. Типа это какая-то сфера, этот энергия Хель или что-то подобное. Типа мы можем их будет перетаскивать. Угу. Ну там временное тоже ограничение будет. Может там, кстати, где-то снизу у нас был проход, да, к сундуку. Тоже надо проверить. У нас имеются все доступные методы открытия нычек. Кажется, я учусь. Практически всех, кстати. За мной, Потому что Атрей. без клинков некоторые места не открыть, да. И поисследуем имеющиеся. Тут закрыто, да? Нам нужна активная смола. А где ее взять? Вот и где взять. Отрываем. Накидываем. Взрываем. Отрываем. Бежим. Кидаем. Взрываем. Все просто до изнеможения. Теперь полезем наверх, посмотрим. Секретка там. Ведущая к Валькирии. По крайней мере, предполагается. Годится. Возможность открывать эти двери мы получим где-то ближе к концу. Да. Поэтому пока нет возможности повзаимодействовать с ними более активно. Оп. Чё, ведьма? Вельва, здорово. Как здоровье? Что, еще одна Вольва? Телепортировали, значит. Кого? У нас один противник на всю карту. Еще одна, реально. Люблю шок. Работает всегда и везде. Еще и на нескольких противниках. Вот, отомсти за отца. Где-то телепортировалась куда-то сзади, появилась в итоге спереди. Сын, Еще один секрет. Ну давай, чего ждешь-то? Это еще одна карта.
И что на ней изображено? Дар черепахи. Там, где листья красны, а мох зелен, я зарыл свое сокровище. Там, где спит черепаха. А черепаха, как мы помним, находится... Да, это дом Фрея. Угу. Надо будет поискать там секрет. Тут еще один сундук есть. И что мы из него получили? Наверное, денег. Сумму. Рубленного серебра, да. Эй, там вроде еще одна чаша с песком. Как та, в которой я рисовал руны. Только как туда попасть? А получается, что... Сын залазит сюда, проходит здесь, и мы его прокатим на вот этих вот своеобразных, что это, полозья. Так, теперь сыну поднять осталось. Угу, лезет. Вот эти вот кусты у нас открываются при помощи клинка. То есть мы их типа сжигаем там. Так что тоже надо будет пройтись. Еще немного. И ресурсов пособирать. Эти доски мешают мне перепрыгнуть. Как уберем. Проходи, чего ждешь? Там какая-то дверь, да, у нас еще, или что-то подобное? Бау. Бау. Угу, платформа опускается и открывается доступ к золотому сундуку. В нем нас ожидает какая-то крутая руническая атака. Стая воронов. Кстати, как же мы не будем использовать в основе своих атак воронов? Возьмем и прокачаем, конечно же. Потому что это наши братишки. Угу. Получается, что? Я вижу там камень. Да, ловко. Получается, до сундука сейчас того доберемся, и можно отправляться к Фрейе. Ну, Кратос, ты издеваешься? Ты не можешь просто... А нет, может. Я думал, он спрыгнуть не может. Пам-пам-пам. Мы подняли еще раз ярость. То есть у нас она где-то на одно деление больше. Хорошо. А сюда как добраться? Наверное, при использовании клинков только. Вот тогда полезли к ведьме. Угу. Дом у нее сейчас поднят. Мы не можем обычным способом до нее добраться. Поэтому наружу полезем по вот этой вот шахте. Кстати, здоровье у нас не полное. Да. Полезем по этой шахте, выберемся и с ней встретимся. Назад, асы. Похоже, богам тут не рады.
Вон она. Надеюсь, она нас помнит. Угу. И где-то надо еще кристалл надыбать. А вот и он рядышком лежит. Поработаем немножечко грузчиками. Кратос у нас физически силен. Ему это никак не повредит. Всякие камушки таскать. Ой, не тот. Сын, сюда. Стой, сейчас прочту. Давай. И что там было? Сына нам не расскажет. Если кто хочет, тут можно прочитать на записи, потому что, ну, мы каждый раз новую находим, и запоминать их всех такое себе. Еще бы они в каком-то порядке выстраивались правильном. Привет, Чорли. Твоя подруга здесь? Чорли? Что это за имя? В смысле? Она А, сказала, что её черепаха. так зовут. Ну, я так услышал в голове. Чорли. Чорли. Где-то лежит здесь, как я помню, да, из свитка. Где свиток? Вот. Где-то рядом с дорогой лежит. Только с какой стороны еще интересно. Я рядом! Оу, Меняй! Прости, не могу! оу. Блокирующий быстро еще противник. Немножечко напинаем их. Пока нет! Минус 1. Драугр убит! Драугр справа! Пока нет! Еще по этим атакам от нашего Атрея можно примерно понять, где противник. Ну, то есть, куда молния искрится. Так что тоже тема хорошая. Я не готов! Берегись, отец! Настреливаем, настреливаем. Не стоим без дела. Фаталити со спины. Вот и все. Кстати, удивительный факт. Драугры прямо на защищенной территории Фрей появляются. Это либо какой-то нехороший знак, либо непонятно что. А вот, кстати, и закопанные сокровища. Мы ее нашли! Камень забвения. Высоко ценится гномами. Используется для улучшения рукоятей с эффектом похищения жизни. Встречается в тайниках. И также мы нашли одни из чар. Чары холода. А, это чары увеличивают урон от холода на 15%. Звучит очень вкусно. Вот при том, что у нас гнездо под чары.
Стоит полная колесица. Можно поставить и даже немножечко как-то разнообразить у нас. Сопротивление огню. Угу. Высокий шанс получить благословение силы рун при успешном парировании. Это не очень. Высокий шанс благословения рун при парировании. Тоже. Ну вот этот вот навык, он нам как бы и увеличивает силу рун, и уменьшает восстановление их. Так что, вот, думаю, стоит использовать. Даже просто потому, что он дает нам очень интересные бафы. А вот этот камень можно поставить под что? Ну, условно, вот этот. А что-нибудь получше, например. Не видно вообще. Чтобы можно было бы поставить такого интересного. Хорошо, значится, вот так пусть будет. Здорово, Чорли. Как у тебя дела? А у нас тут Прочесть можешь? пока Слушай. зачистка территории. Смерть богу воронов, повелителю висельников. Не-не, богу воронов не надо ничего смерти. Поживем еще немножечко. Вороны друзья наши. Отец, я готов! Я не готов! Бах! Ютить, второй полет. Я его уложу! Подожди! Восстановление всех атак. И по кругу. 2, 3, 4, 5. Удар. Отлетел. Ничего страшного. Отец, нет! Кстати, какой-то эффект еще сработал. Получается, сейчас противники нас ваншотят своими атаками. Больно. Немножечко значит? больно. Слушаюсь. Смерть богу воронов, повелителю висельников. Ага. Бог воронов. Скорее всего, про Одина. Будь готов! Я его уложу! Раз. Попался! Раз, два, три, 4, 5. Не успел активировать ярость. Да. Ну ты издеваешься. Кстати, вот из этим эффектом молнии вообще не видно, как противник атакует. Вот такая дымка образуется. Еще и статическое электричество. Что иногда просто тупо не видно. Так, все противники аннигилировались у нас, и получается... Нужны клинки. Тут тоже ничего не откроем без них. Сюда. Зато можно прочитать какую-то интересную руну. О, я это знаю. Это Виндер. Ветер. Наверное, Ветер? это слово для чаши с песком.
А мне кажется, или тут есть сундук где-то рядом? Потому что как минимум 2 поворотных механизма стоят здесь. О, ворон. Здорово. Где-то должен быть 3. Где-то рядом. Угу. По здоровью у нас все Что там полно. сказано? Голубь, ястреб и сокол плавают в океане высоком. А, ветер, Логично, логично. Винда. Посмотри, Это какая-то магия самовосстановления или возвращения прошлого, ну точнее, откат времени. Буря оленей. Основана на рунах. Чисто постоянный урон. Угу. Ну не знаю, не знаю. Наши вороны выглядят как минимум круче. Мы это читали же, нет? Что это значит? Мы это читали. ладно. Не говори, что у меня склероз. Сейдер не динс на любого, кто ступит сюда. Сейдер Нидинс. Что? А если мы пройдемся здесь, у нас какая-нибудь секреточка, к примеру, будет, нет? Здесь проход закрыт. Какая-то интересная тут комнатка, закрытая, да, со всех сторон. Угу. Но ничего нету, нет. Сейчас еще с правой стороны посмотрим. Вдруг там найдется у нас что-то еще. А, мы отсюда пришли. Все. Значит, с другой стороны осталось посмотреть. Ну давай, ведьма, открывай нам. А, открыто. Отец, она здесь! Я очень рад тебя видеть. Я знал, что ты жива. Вломились без стука. Привет. Не Ой. очень А этично ты можешь оживить голову? и по-джентльменски. Я не очень понимаю, что... Погоди. Где ты это взял? Эти стрелы. Дай их мне. Быстро. Ну, это подарок. Делай, что тебе говорят. Это очень опасные стрелы. Колдовские. Угу. Если найдешь еще, уничтожь их. Понял? Ты меня понял или нет? Отвечай. Да, я понял. Если найду, уничтожу. Как сильно она разбушевалась. Очень хорошо. Прости. Если хочешь, возьми мои стрелы взамен. Они мне больше не нужны. Ну, что там за голова? Очень интересная. Ты хоть сам понимаешь, кто это? Ты убил его? По его просьбе. Он сказал, что ты его оживишь. Я? А ты не ослышался? Пожалуйста. Неси его к столу. Эмили, я уже очень давно не занималась древней магией. Подержи. Что-то Давай наподобие посмотрим. воскрешения и одновременно удержания. К счастью, голова не сильно сгнила, и мозг все еще цел. Хороший срез. Отрубить голову не кому-нибудь, а ему. Ой, личинок чисто. Надеюсь, Бу. ты знаешь, что делаешь. Теперь держи голову под водой и не отпускай. Ты понял?
Довольно. Напитали его каким-то средством. Да. С Получилось! добрым утром, Мимир. Покажи мне. Вернулся к нам. Эй, Мимир, слышишь? Да. Хорошо. О, Фрейя, давно не виделись. Хорошо Как по-дружески. выглядишь. Я сделала это только для них. Лично я считаю, что тебе лучше быть мертвым. Я бы поклонился, если бы мог. Прости меня. Если бы я знал, что ведьма в лесу сама Фрейя, никогда бы такого не предложил. Фрея? Ты что, богиня Фрея? Ой, и ты не знал. Прости. Когда пройдет слух, что Мимир на свободе, Один будет в ярости. Ты богиня. Была первой среди ванов когда-то. Теперь уже нет. Ты не сочла нужным об этом сказать. Ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу? Пам-пам-пам. Сын, мы Контратака. Но... уходим. Живо. Не за что. Кратос в ярости. Его Зачем обманули. ты Ей нельзя доверять. Потому что богиня? И я тебя ничему не научил. Она же помогла нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны. Не суди их, брат. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Хорошо. Отнеси меня в храм Тюра к озеру Девяти, и я доставлю вас в Йотунхейм. Мы знаем этот храм. Что там? Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто еще укажет нам путь? Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? О, да. Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не Сейчас владеет. представите, Конечно или же, кроме повторно меня. услышите, Правда? как А этот то. И, разговор кстати, будет Йорун, просто блестящий собеседник, хотя по виду этого выглядеть может и не со сказать. стороны. Там немножечко уморительно. Брутальная борода Кратоса. Чисто. Как помню, после разговора с Мимиром еще опустится вода, то есть появятся еще области, где мы можем поисследовать всякого разного. Ну давайте быстро доберемся. Мимир, почему Фрея плюнула тебе в лицо? Нет. Говори о Бальдре. Он утверждает, что неуязвим. Да, Бальдер неуязвим. Ему не причинить ни физического, ни магического вреда. Пустые слова. У всех есть слабые места. Боюсь, что нет. Бальдер неуязвим, ему не причинить ни физического, ни магического вреда. Это ты сказал, Мимир. Ну а как же его Разве? победить-то? Откуда взялась его сила? И если я верно помню, это связано с магией? Мимир, Наверное, какие-то участки моего мозга еще не до конца ожили. Им нужно немного времени. он хоть не сломался? Вопрос остался без ответа. Голова, как поговорить со змеем? На середине моста есть рог. Отнеси меня туда. Мы там уже бывали. Наконец-то! Это Рок! Да, с Атреем. Но решили в тот момент перестраховаться и ничего не говорить ему, да. Хорошо. Дай мне подуть в рог. Последний из великанов, мировой змей. Хранитель врат Йотунхейма.
Выглядит, конечно, он не очень доброжелательно. По отношению к Зачем Тору, он это конечно же. делает? Один поставил тут эту статую в честь Тора. А мировой змей этого жирного болвана ну просто вообще терпеть не может. Наверное, устал на него смотреть. А ему не больно? Ну, видишь ли, в чем дело? Тор и мировой змей давно враждовали. И будут впредь. Наверное, смотреть на своего врага было еще неприятнее, чем терпеть ползущий по кишкам камень. Хочешь, я его спрошу? Нет. Нас интересует только Йотунхейм. Ну, пожелайте Утробно мне удачи. рычащий язык. Ау. Ха-ха-ха-ха. Парни, все в порядке, он меня помнит. Лаю... Ой, не то. А, ух ты. Эконотувуно. Он соболезнует вам и поможет. Какой добросердечный гигант. Эфнюн Фогур. Любопытно. В чем дело? Беспокоиться не о чем. Что он делает? Направляет нас на верный путь. Слушай внимательно. Чтобы попасть в страну великанов, нам нужно две вещи. Во-первых, надо узнать путевую руну Йотунхейма. Во-вторых, надо вырезать эту руну на особых вратах. С горы, где мы тебя встретили? Верно. Только бесконечно мудрые великаны сделали так, чтобы обычный резец тут бы не помог. Только волшебное зубило откроет ворота. К счастью, я знаю, где оно. Совсем рядом. Он сперва будто разозлился. Он подумал, что вы друзья Одина. Прошу меня Ни простить, разу не. никогда не говорим. Мы с ним об даже ни этом разу не языке виделись, да. трезвом. Спасибо за то, что подвез мировой змей нас. Да. Смотри, вода опустилась еще ниже. Можно увидеть и башни миров, и статуи. И я вижу, где еще полазать на берегу. Кстати, Где вон этот там вот, резец? по-моему, слеза, Найди да, лодку, есть? и я покажу Ага. путь. По карте раскиданы такие новые цели. Мгм. По карте раскиданы такие прикольные вещи, как что-то наподобие слез мирового древа или капель, да, которые постоянно повышают нам статистику, точнее характеристики наши. И вот их собирать нам необходимо почаще. Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца. Или еще немного осмотреться тут. Но ты, конечно, сам решай. Брок, что-нибудь Эй, новое есть у слышите? тебя? У меня к вам еще одна просьба. Повышает силу руны. А как сравнить? Тут же есть... Есть же кнопка сравнить по-любому. Ладно, хорошо. Но наши руны, по-моему, дают где-то около 14 или 16. Мгм. По деньгам у нас даже хватит на все. Что-нибудь для мальца? Рукояти остались неизменными. Ресурсы. Можно купить у него ресурсов. Мягкую сварт-альфхеймскую сталь. Из чар у него обновились условно случайные. Угу.
А наша дает 18 рун, да? Силу рун. Мгм. И защиту немножечко. Ну Может, в давайте другой купим. раз. Что на Давайте этот раз купим эти сломали? редкие предметы. Прокачаем их. Теперь от тебя не отхватит по кусочку. Перчатки древнего. Повышают сопротивление холоду, огню и яду на 33%. Но по характеристикам, конечно же, немножечко хуже. Мгм. Сопротивление огню, яду и холоду. Но пока оставим как есть. Теперь можешь не осторожничать. Соберем сет имеющегося. И вот этот набор Носи еще. достойно, засранец. Комментарии Брока бесценны. Чего закажешь? Рукоять для топора — это все хорошо. А по улучшениям что стоит? Гнезд для чар появится целых 2 штуки. Ну, тратится прочная сталь, короче, прочная тратится, да. Каждый раз выговаривать немножечко Пойдешь или сложно. будешь языком чесать? Вставить же надо еще эти камни. Раз. А у них нету, да, то есть только... Что тебе надо, гном? Есть еще ниточка, ведущая к старине Андвари. Давайте встретимся в юго-восточных шахтах. Там вас ждет очень лакомая добыча. Какая ниточка? Мы его уже нашли. Ну, по крайней мере, руку. Я все объясню в шахтах. Они к югу от речной долины. Кстати, вам тут вообще что-то нужно, или так и будете стоять, таращиться рты разину? Конечно. Нам Я надо готов к улучшить работе. одну из наших характеристик Я брони. снял кольцо с руки моего старого друга Андвари. Его всегда тянуло к душам, темным ритуалам и прочим тайнам. Сечете? Когда я слышал удары его молота по металлу, у меня у самого Вообще, давайте внутри улучшим разгоралось нашу пламя. нагрудную броню. Черт, как бы я тут совсем не расчувствовался. Так, Практически и все деньги мы вот потратили. Ставим сюда камень, повышающий урон от холода. Да. Пару нам немножечко просели из-за того, что у нас броня не такая вкачанная, но по характеристикам, по другим, очень достойно получается. Сейчас у нас есть два варианта. Мы либо идем по главной цели нашей, на поиски резца, либо выполняем доп-квесты и открываем всякие различные секретки. Да-да-да. Как по мне, нам спешить вроде некуда. Можно поисследовать немножечко. Как попасть к крестцу? Нам туда, к статуям гребцов, а потом между ними. Заберем вот эту капельку. Она нам повысит что, силу или защиту? Мимир, так почему Фрея плюнула тебе в лицо? Но она считает, Силу, что в да. ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Все началось во время долгой войны между асами и ванами. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон. Обе стороны несли огромные потери. И для многих из нас война перестала быть забавой, а превратилась в утомительное смертоубийство. Согласен, брат? Именно.
Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Одина решил найти другой, более разумный путь. Хотел убедить богов прийти к миру. Уговоры дались трудно, но, наконец, Один решил взять в жены одну богиню из рода Ванов, славную не только тем, что она хороша собой и плодовита, но еще сведущая в магии Ванов, которую Один давно мечтал постичь. Фрея вышла за Одина? Зачем это ей? И она пошла на эту жертву. Для Чтобы прекращения защитить войны, свой народ. соответственно. Воистину, Фрейя достойна лучшей участи, но история, конечно, не так проста. Да. Немножечко послушали рассказы Мимира. Почти готов. Кошмары! О, жуткие твари! Берегись, отец! Еще кошмары. Да уж больше. Так, всех мы убили. Ты оживать будешь, дружище? Похож на статую. Только до какого-то момента он так будет стоять, по-любому потом оживет. Тут, кстати, можно было подняться и не кататься на лодочке. Тут есть какой-то проход интересный, давайте в него заглянем. Так. Синдри, да. А ты тут что делаешь? У меня к вам просьба, совсем небольшая. Помните Еще кинжал, одна? который вы мне дали? Угу. Кинжал из спины разбойника, которого убил родной сын? Ну да, конечно, я помню. Он был у разбойников, которые засели в крепости Нортри. Бьюсь об заклад, что именно туда они отнесли добычу из склада Фафнера. Вместе с тем камнем, который мне нужен. Чтобы помочь вам. Не очень умеешь ты врать, Синдри. За дело! Да. По В этих предметам все поисках так же нет тут. никакого смысла. Есть смысл, если Синдри сделает нам хорошее оружие на этом точильном камне. К тому же, этот урод убил родного отца. Так, а это куда ведет? К ресурсикам. А мы все выше и выше поднимаемся. Это быстрый спуск вниз у нас, а тут у нас пропасть, водную гладь. И нам, соответственно, надо попасть в эти ворота. Выглядит как древние развалины. Снизу у нас сундук тут лежит. Мы к нему доступ сейчас откроем. И главное не забыть забрать его. Раз. И забрали ресурсы.
Все отлично. Вот, не нравится мне эта арена. С какими-то тронами. Что здесь было? Неужели? 8 тронов. Хватит юлить, голова. Тебе знакомо это место? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я многое знаю. Не знаю, что тут было, но явно что-то важное. Для кого? Тут нет ничего ценного. Это место сбора всех 8 валькирий. Вот чисто могу предположить. Я их точное число, конечно же, не знаю, но, возможно, они тут будут появляться по мере их освобождения. О, кстати, мировой змей стоит. Ладно, здесь нам делать нечего. О, сундук. Как вы пропустили-то? На тарзанке. Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. Договорились, Синдри, договорились. Если найдем. Если нет, то так тому и быть. Так. Ты оживать не будешь, великан, нет? Не. По нему урон не проходит. Сын, Еще один свиток. Карта сокровищ. Отлично. А на ней изображено... Остров Света. Невзирая на то, что мы родом из Альфхейма, светлые эльфы давно присматривают за Мидгардом. Большую часть жизни я провел на этой заставе. Скорее всего, здесь я и умру. Сложно визуализировать этот рисунок по имеющимся данным. Даже не знаю. Может, в будущем встретим где-то это место. Теперь в соседнее место сплаваем, да. Так. И тут у нас разрыв. Угу. Немножечко увеличим нашу территорию арены. И, в принципе, сохранимся, да. Потому что в этой игре немножечко не так работает сохранение, как требовалось бы. Потому как не работает вот это вот сохранение обычное. Есть вот что-то наподобие, типа ты сел на лодку, приземлился, и это вот засчитывается. Раз. Хорошо. Все наши действия сохранились. Можно и заниматься этим разломом. Что он из себя представляет? Тихо.
2, 3, 4, 5. Вот же не очень удобный оппонент у нас второй противник. Не могу. По нему не проходят атаки льдом. Хорошо. Мы займемся этим. Давай, давай. Приезжай его. Ё-моё, у тебя здоровье-то. Почти готов. Да епросоте, как это блочить-то? Тупо одна волна за одной, и еще сверху добивающий красный удар. Ладно. А что у нас вообще есть из техник? Что мы можем использовать для того, чтобы попробовать их скинуть этим способом? Давайте попробуем. Кельтский скиталец. Один упал, как минимум. Отойди от него. Ага. Берегись. Берегусь. Прости, я не готов. Да, не работает на них. А наш Я обычный готов. лед. Правый фланг. Ну куда ты стреляешь, Кратос? Как ты целишься? Пока нет. Берегись. Давай, падай, падай, давай. Берегись сзади! Нет, ни разу он не падает. Сзади! Сына дьявольских воронов на них. Да. Отец! Отец! Вот самый, наверное, неприятный противник из двух вот оставшихся, это вот последний. Вот этот мелкий. У него атаки, ну тупо нашим топором никак не этот. Не срабатывают. А, в смысле, что? Ладно, а если мы попробуем сразу ярость включить? Он же не может быть в дикой ярости постоянно. Он же в нее входит, нет? Потому как первый отлетает быстро. Вот. Тема. Очень неплохо получилось даже. Пока нет. Раз, два, три, 4, 5. Готов. Повторим. Раз, два, 3, 4, 5. Удар топором. Ты надержишься прям отлично. Следи за ними. Не готов. Раз, два, 3. Минус. Еще Красавчики. один сдох. Вообще. Никогда таких не видел. Они словно вышли из царства Хель. И на мирные создания что ты от них хочешь. Разлом закрыт успешно.
Там какие-то крики еще вдалеке. Фафнир. Всегда Дракон. хотел узнать, что с ним стало. Стой! Мы, оказывается, дошли до дополнительной миссии Ладно, Фафнира? Он самый. Синдри сказал, что Синдри, он да. Так и есть. А теперь он дракон. Забавно все вышло, да? Ну что, поищем связующие алтари и освободим беднягу? Да, парни? Как помню, тут была самая неприятная миссия по теме того, что тут как дракон мешает, так и ведьмы еще присутствуют. Так что сейчас будем немножечко страдать. Да. И всех сжег. Дракон вообще не мешаешь ни разу. Так что долгие атаки тут нам не друзья. Раз, два. Огонь. По своим это Friendly Fire. Дракон, должен осознавать, мы тебя спасаем вроде, нет? Зато хотя бы их дамажит это. Так что плюсы есть. По здоровью у нас... Чего? А, у нас здоровье практически полное, да. Он мне вовсе не друг. Этого гада ненавидели все, как ваны, так и асы. Так зачем вызволять? Брат, поверь, недавно освобожден. Никто не заслуживает такой участи. Даже Раз. алчный гном-дракон. Самый простой противник вообще, охраняющий этот алтарь. А попадать будем, нет, сегодня? Ты не ответил на вопрос, голова. Как этот гном стал драконом? Точно не знаю, но, по-моему, это связано с его привычкой красть магические артефакты. Наверное, стащил что-нибудь не у той богини ванов. Сын, Интересно, сохранил ли он свой разум. Мне как раз было интересно. Так, потому как если нет, то нам еще и с ним сражаться. Если не сейчас, то в будущем. По крайней мере. Так. Ресурсики забрали. Остался у нас последний алтарь. Мы можем разбивать центральную нишу. Последний алтарь там находится. Ну, полетели тогда. Только посмотреть надо, ничего ли тут не забыли. Дракон, блин! Ты, конечно, друг. Ну, не в тему изрыгаешься. Я хотел посмотреть, есть ли там какие-то ресурсы, которые можно забрать прямо сейчас. Так, пока он отвлекся. Здоровье есть у нас тут. И можно, в принципе, отправляться за последней ловушкой, сдерживающей дракона. Точнее, алтарем. Так. Ты еще живой. Точная броня! Смысл у тебя нету КД. Нет, вставай! У него нет ошеломляющего эффекта от наших атак. Это плохо. Это плохо. Надо что-то придумывать
примеру, что у нас есть такого, что недолго активируется? Ледяная атака. Угу. Начальная. Ну, в принципе, можно взять для контроля эту атаку. Но контроля чего? Там максимум 2 противника у нас. Ладно. Эта атака не пойдет. Раз. Накидываем топор. Это ледяная волна. Это крутящийся момент. Наскок. Лазер. Урон льдом прям высокий. Я даже не знаю, та комнатка слишком маленькая. Мы не сможем отойти и использовать эту способность. Но самое, наверное, оптимальное это вот этот бросок. Нет, вот этот. Возмездие Тюра, основанный весь на уроне притом. Давайте попробуем использовать данную тактику. Ну, как говорится, с богами. С языческими, блин. Так. Сына настреливаем. Пока этот стоит. Да ты издеваешься. У тебя что за длина атаки-то? Хорошо. Там еще третий появляется. Мечник, да. Зеленый мечник. Тоже его надо иметь в виду. Ой-ой. Поэтому контроль используем чуть позже. Пока действуем с имеющимися водными. Идите. Он по нам попал. Да, я видел. Урон прошелся. Ну ты издеваешься. Не хилимся. Не похилился. Быстрый у него, конечно, разворот. С верхней атаки. Угу. Хорошо. Тогда избавимся от нашего контроля, он бесполезен. К примеру, возьмем тот же самый коготь Тьяцци. Да. Прокачаем его немножечко. На 3-й уровень поднимать уж точно не будем, потому что дороговато это. Так, все взяли. Ну и тогда еще вкачаем вот этот вот крутящийся момент. Возмездие Тюра. Отомстим за нашего великого из богов. Минус. Я не готов. Ну ты дай поатаковать-то чуть-чуть, нет? Не, хил тебе запрещен, слушай. Взрывается.
Восстанавливаем. Я не готов! Сконцентрировался на сыне. Мы атакуем. Отбили. Хорошо. Берегись, отец! В смысле это? Ты замедлился. Чего? Прости, я не готов! Как это так работает? Что это дало? Сзади противник, да? Это вряд ли! Не могу! Да ты... Ай, ну и дела. Ну как он делает замах с одной стороны и тупо за секунду разворачивается на 60, а то и 90 градусов. Я не удивлюсь, если он на 360 крутится. Вот как это просто возможно? Кстати, забыл поменять, да. Не тут. Да, мы же купили, улучшили коготь Яцы. Надо его поставить. Автодоводка у противников это мощно. Но раньше, по-моему, было почаще это у дальнего боя. Выглядишь. Не то, что плохо выгляжу. Ужасно. Ничего не видно вообще. Тупо как будто в тумане. Не-не-не, тут тебе вообще делать нечего, чел. Подожди! Значит, это все? Да. Вообще нифига не развернуться. Еще и камера немножечко перекрывается. Ладно. Та-та-та. Что же делать? Та-та-та. Коготь Тьяцы. Довольно-таки быстро восстанавливается. Вот это круто. Блин. Слишком рано отозвал. Я готов! Может быть, стоит отступить? Что за долгая атака-то у него? Справа! Хотя бы своих атакуют. Слушай. Осторожно, сзади! Пока нет! Идите! Сына, настреливаем, не стоим. Хорошо. Берегись! Подожди! Да, Отец, нет! заранее уклоняться удел слабых, да, говорит игра? Надо чувствовать. Ладно, этот удар нам не очень подходит. Тогда возьмем удар Левиафана, он довольно-таки скоростной. Не требует зарядки какой-либо. Пока нет! Уклонение не успело среагировать. Или уклоняться в разбеге нельзя.
Тоже интересный момент, кстати. Да не, можно. Какая-то фигня. Сейчас надо поиграться будет с руническими атаками, посмотреть вообще какие, чего стоят в этом бою. Прости, не могу. Минус. Хорошо. Хорошо. Иди за ними! Уклонился. Реально. Сына, не успеваешь настреливать. Почти готов. Летит. Прочная броня! Брат, ты живой? Берегись сзади! Отец! Отец! Атака создает... Угу. То есть он активирует этот шар, и у него будет атака по области льдом. Да? То есть лучше не доводить до момента, пока он этот шар активирует. Хорошо. Ну, авторы, разработчики, конечно, садисты еще те. Тихо, а ты когда успел вылезти, нет? Так, ну условно мы ему какую-то часть брони уже разбили. Да ты издеваешься, как ты не можешь попасть-то по нему, да? Тихо. Все, разбили, хорошо. По ХП у нас на немного осталось. Хорошо. Блокируешь, да? Ну поблокируй. А ты сына постреляй. Хорошо. Еще один вылез. Отец, я готов! Не в тему. Да ты, блин, тупо застрял в этом мужике втором. Так, броня минус у него вся, да? Хорошо. Хорошо. Он взорвется сейчас еще. Отлично. Отлично. На еще тебе в придачу. Настреливаем. Все. Что с этим делать? Покажем гномам. Не, ну вообще локация душная. Еще противники тупо саморегенятся. Точнее, Пора его появляются. освободить. Думаешь, он тебя вспомнит? Не знаю, после нашей встречи многое изменилось. Тогда я был с ногами.
Нет, нет, не будем шутить на эту тему. Да, здоровья у нас вообще нету. Нас сейчас любого тыка убить могут. Слишком толстый этот был рыцарь. Чего? Ведьма? Реально? У нас еще навыки не откатились. Это не смешно вообще ни разу. Яд едет, да? Угу. Слушай, ведьма, ты, конечно, та еще любительница. Не хочешь, например, яда? Осторожно, А ты стрелять-то будешь, нет, дракон? Ты за нас? Прости, я не готов. Вот. Хорошо. Мне этот навык Тюра нравится. Он автоматически довершает. Да, он автоматически довершает, короче, атаку вне позиции противника. Так что надо его сейчас будет докачать до максимума. Я думаю, это мой любимейший навык. Лютейший, любимейший. Что ты там стоишь? 18 тысяч стоит. Капец, дорого. Ну, чисто в урон он идет. Ты мне понравился сильно. Не оплошай. за тобой, Верва! В смысле за мной? Она в прошлый раз не тут заспавнилась. Все, настреливаем, настреливаем. Ей нельзя дать, знаете что, впасть в ярость. Это будет очень не очень. Так, хорошо. Вельва, Вельва. Сына, настреливай. Успели активировать. Все, хорошо. О, сзади. Минус Вельва. Все. Фу, вот не... Она жива? В смысле? Я думал, она умерла вместе с остальными. Нет, это дичь какая-то. Пережить 3 рунические атаки. Сколько у нее там хп или сопротивление к урону. Надо еще в этот позицию воронов использовать. Ну давай, давай, появляйся. И где ты? Тихо, тихо, тихо. Второй навык довольно-таки беспонтовый вообще. Да етить, когда она успела активировать их. Нельзя дать ей войти в этот режим ярости. Сына, сына.
Нет, успела. Ну, стоим, кукуем, значится. Почти готов. Да, смерть. Нет. Ладно, хорошо. Если мы, получается, не избавимся от ведьмы, она будет, ну, тупо в отдалении настреливать своими дорожками из яда. И этот яд, ну, не сказать бы, что очень виден в этой местности. Продолжаем. Нет, нет, слишком рано отпустил. Это не очень удачная катка будет. Да, к ней подходишь, она еще и исчезает. Пока нет. Берегись, яд! Яд это плохо. Да епрст. Я готов. Иди отсюда. Прости, я не готов. Вельва. Яд. Хорошо, слышу тебя. Ну, значит, по локации побегаем, помотыляемся. Тяжело. Ладно. Собрались. Опыта у нас нету что-либо качать больше. Осталось побеждать. Давай, давай. Немножечко их прожарим. Стоим в отдалении, потому что она отбежит. Видели? Видели, как это тупо? Мотылялся топор из стороны в сторону. Ну, урона по-любому не наносил, но просто как факт. И удара еще последнего даже не было. Ладно. Я прикрою. Следи за ними. Да ты издеваешься. Ты справишься, Тут дракон. брат? Ладно, ладно. Ну, давайте попробуем избавиться сначала от здоровяков. Хорошо. Поменяем тактику кардинально. Избиваем сначала этих здоровяков. Потом избавляемся от ведьмы. И ведьму вообще не трогаем. Брат, сзади Вельва! Пофигу на нее. Тупо вовремя ставим защиту. Только я уже не помню, на какого я использовал этот навык. Пусть будет этот. Яд. Сына, почему не кричишь яд? Слева! Нет, это дичь какая-то. Ничего себе!
Пока нет! Так, они же еще и хилятся, да? Это полная же пень. Готов! Прости, я не готов! Методично их выносить чисто так, на ярости. Другого выхода не вижу, честно. Следи за ними! Ай, ну и дела. Да, и заюзался, активировался навык. Но нет, с этими двумя мужиками надо разбираться в последнюю очередь. Они еще и хилятся. Это Бельва! Я не готов! Трума! Осторожно! Я! Ах да, я севера не люблю. Тихо, голова! Давай, давай, дракончик. Подожди! Ты дышать-то огнем будешь, нет? Вот сейчас дыхнем, да? Нет. Не могу! Где ведьма? Вот она. Трума! Еще чуть-чуть! Давай, давай, дыши огнем-то. Дичь. Значит, это все? Притом полноценная. Ладно. Значит, делаем как? Сейчас ведьму вводим в режим ярости, вот пофигу. Она по-любому здоровье восстановит. Входишь в режим ярости, значит. И только потом мы ее месим. Потому как сейчас бессмысленно это делать. Дракон, дышим огнем давай. Отец, береги! Почти готов! Давай, давай, в ярость входим. Не ждем ничего. И тебе подсказки нужны. Пока нет! Разменялись. Ладно. Прости, не могу! Разменялись. Все, она в режиме ярости. Этот похилился. Берегись, отец! Почти готов! Я уже готов! Все, отлично. Сзади! Да, Вставай, брат! она просто атаковала и добила нас несуществующей своей атакой. Смешно.
Давай. Изрыгайся. Там Вельва! Сына, не толкайся. Прости, я не готов. Хорошо. Хорошо. Да как-то наши атаки тебе не наносят сбив с этой ярости? Почему? Просто почему? Не могу. Идите. Отец, нет! Не хватает подсказочек системных, да. И еще выкриков от Рэя, например, яд. Да. Тут тупо надо приловчиться. Маневрировать от двух, добивать третью. И не умирать впоследствии. Отец, берегись! Хорошо, рашим все. Зарашиваем. Не успеешь. Отвечаю. Нет. Да как так-то атака? Почему не среагировалась-то? Нет? Исцели себя! Почти готов. Мне кажется, ведьма умерла. Так, это джекпот. Осталось похилиться. Тупо зарашили. Так, по здоровью, ну, меньше половины. Трума! Еще чуть-чуть. Ой, ладно. Идите лесом. Давайте по одному, не? Играем честно. Еще немножечко хила у нас есть. А тут у нас что? Правильно, камешек здоровья. Прости, не могу. Береги, сзади. Трума! Так, упал. Спасибо, дракон. Тик-тик-тик, сзади. Не-не, хилиться тебе запрещено. Хорошо. Воронов используем. Добиваем одного. Там было в миллиметрах. Тихо, они повернуться могут. Прости, я не готов. Идите! Там было на донышке прям. Только эти трое. Не попасть. Сына настреливаем. Один есть.
Да ты издеваешься. Отец! Отец! Сколько у вас там здоровья, живучие вы сволочи. Ладно. Короче, рашить нужно эту ведьму. Сильно и жестоко. Ну давайте, давайте, повторочка. Берегись, отец! Раз. Не успеваем, два. Лететь. Ты где там, ведьма? Тебе стреляют в спину! Где ведьма-то? У тебя все в порядке? Да нифига, блин. Так. Она в ярости, хорошо. Я уже готова. Хорошо. Ага, еще волну. Сзади. Какое прекрасное задание. Особенно противники в нем. Пока нет. А ты, дракон, мне больше дамажишь сейчас, да? Хорошо. Да ты, дай отойти. Отлетела. Брат, нет! Они, наверное, там уровня 4-5, пока мы 3-го. Угу. Ну, практически 4-го. Это Вельва! Пока Не нет. того. Отец, берегись! Берегись чего? Говори более собраннее, нет? Потому что я не знаю, что ты имеешь в виду. О, просто отлично! Хорошая вставочка, Мимир. Я тоже так считаю. Ой. Ну, не, я, в принципе, доказал, его убить-то можно, Сарашев. Главное это делать правильно. Осторожно, сзади!
А ты, блин, любительница богов. Сзади! Не-не-не-не-не, все. Да ты же издеваешься. И ведьма у нас в нормальном состоянии еще. Где она? Не-не-не, Справишься? тупо застряли в текстурах. Ладно. Хорошо. Чего? В смысле ты даже не достал до нее? Пока нет. Следи за ними. Да. Я не понимаю, почему наша атака не сбивает ее. Тупо она успевает активировать свою тут ползучую дорожку из яда. Фигня какая-то. Давай, дракоша, жги. Прости, я не готов. Да ты же... Ты то не активируешься, то активируешься. Что у тебя за тайминги-то, дракон? Выборочные, блин. Пока нет. Хорошо. Чего берегись? Осторожно, сзади! Дракон там аккуратнее еще. Пока нет. Уже можно идти. Хорошо. От него. Это я! Враг справа! Минус ведьма. Осталось добить этих двух бугаев. Хорошо. Давайте, идите сюда. Займемся пока лысым. Уклонился. Где второй? Второй лечится, да? Ну пофиг на него. Так, не забываем, что есть еще пост эффект этой молнии. Следи за ними! Хорошо, один. Почти готов!
Тихо, тихо. Тихо, тихо. На того пофигу вообще. Мы с ним не играем. -1. -1. Дракоша, рыгаем. Все. Дополняем атакой вот этой. Где-то сверху, правда, взорвалась. Не-не-не-не-не. Я не готов. Ты там так и стоишь. Дракоша. Второе. Залп. Не попал. Ну и пофигу. Раз, два, 3, 4, 5. Сына, держи его. Держишь, молодец. Подожди. Нет. Мы так не играем с тобой. Да ты Все, пошлите от этого дракона нафиг. Сволочь та. Это была победная катка. Вот он просто все разрушил. Дракон, нахрен ты все портишь, а? Нафига? Что у нас по здоровью? Полное, да? Ладно, давайте последний раз и все. И вот эту вот волну мы больше не трогаем. Давай, дракон. Покричи, покричи. Еще чуть-чуть. Отец, берегись! Да ты... Я не готов. Короче, наберегись, надо прикрываться щитом. Иди лесом, может. Вот, иди отсюда. Прости, не могу. Хорошо. Да... Все, мы отсюда сваливаем. Оставляем этого дракона и дальше тут сидеть на цепи. Безобразный дракон. С тобой никто дружить не будет. Сам и портишь себе пребывание здесь. Точнее, продлеваешь. Так. А нас ждут неизвестные дали в краю с осколком. Точнее, с резцом. Да. К дракону вернемся немножечко попозже, когда еще раскачаемся. Не верится, что Один был мужем Фрей. Любовь и ненависть переплетены так тесно. Вот смотри, Один ненавидит великанов, а они его. Но мать Тора, великанша Йорт, была истинной любовью Одина. Хватит. Никаких Ты историй. слишком рано покинул Надо за этот дорогой мир. следить. Ты, ходящий в мире живых, Ага. моя дорогая Гульвик зовет меня. Гульвик. Она мечтает о мире, но ее останки раздроблены. Умоляю тебя, собери Гульвик воедино. А что Мы из себя должны представляют собрать её осколки? кости? Фу. Магия Гульвик не знает границ. Она может объединить тебя с тем, кого ты потерял. Правда? Как? Сын, Я чувствую твою боль. Поверь, ее магия может построить мосты между жизнью и смертью. Пусть и очень ненадолго. Угу. сын, мы Ты уходим. какую-то околесицу несешь, мужик.
Они забрали 3 кости, милый Гульвик, и разбросали их по острову. Принеси. А, славно. Резец уже рядом, за этими вратами. Это хорошо. Оу. Ты уже давно лежал? Я готов! О, любимые эльфы здесь даже есть. -1. Вот этих противников я люблю. Легкие, как не знамо что, когда их мало. Неплохо. Следи за ними! Ох, пацан залезает на целого этого большого кто-то огра. Бесстрашный, бесстрашный. Берегись, отец! Темный! Еще один. Но у нас есть одно ездовое существо под названием Красная Рожа. И он помер с одного удара. То есть ХП ему вообще не оставил. Ну вот с этими молниями противники из эльфов вообще никакие. Вот и все. Прошу вас, милая Гульвик. Мир страдает из ее души. Отец, может, все же поищем эти кости? Зачем? Ты не слушал? Мы сможем поговорить с мамой. Если поглядывать по сторонам... Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. Ну, звучит как-то неправдоподобно вообще. А что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударит сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. Оу. И? Что было дальше? Он его убил, да? Увидишь. Тор убил его. О нет, он упал на деревню? Да, когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Вот же какой неприятный тип. Оборотень! Где? Опасный зверь. Убьем его вместе. Команда! Вперед! Пока нет! Хорошо. Прилег отдохнуть. За тобой оборотень! Он отращивает себе когти? Неплохо! А, второй появился. Почти готов! Ну давай попробуем на тебе эту тактику. Ну все.
Довольно-таки быстро они отъехали. Нужен резец. Да, самый кончик. Очень-очень большого резца. Тут у нас заточена Валькирия, наша первая. Не вышло. Да. Брат, гляди, кристалл снова сияет. А, его подвинуть можно. Настреливаем. Бух. И теперь мы умеем проламывать не только всякую смолу, но и лед. О, идея. Из ресурсов-то мы вроде все забрали здесь, нет? Ничего такого прям сверхъестественного. Что стало с выжившими? Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все. Оу. Он еще и боли тут запустил. Катаклизм. Угу. И все это опять же из-за Тора, сына Одина. Не самого приятного из богов. Не, ну гигант вообще, он прям в точной копии гигантский. Занимает тут всю площадь. Нифига себе. То есть он усиливает руны. Ага. Интересно. То есть то, что мы купили, в принципе, даже не особо-то котируется, да? Хорошо. Вот он. Найди кончик резца. В нем вся магия. У него в башке этот резец, что ли? Враги. Звезда! Вперед! Трума! Почти готов. Увернулся, реально. Но вот этого не уворачивается. Пока нет. Чего? У него же не было когтей. -1. Ледяная магия. А, там этот большой голем еще. Ты постой там, подожди чуть-чуть, мы сейчас к тебе подойдем тоже. У него режим ярости включился у этого оборотня. Он раскрылся. Давай. Так не особо как-то это ему помогло. Готово. Ледяной гигант. Мы с таким еще не встречались. Чего? Очень быстро поворачивается. Так. Избиваем беднягу.
А, там еще эти. Кошмар. Ты в смысле не упал? У тебя все в порядке? Нифига не в порядке. Стреляют слева! Ты настреливаем. Они, кстати, опускают. На помощь! Брат, ты нужен сыну! Брат, мальчик! Чего с ним такое? На помощь! Его схватил кошмар. Отец, берегись! Он уязвим! Ровно настолько, насколько он уязвим, он нам урон наносит. Что за похитители маленьких мальчиков? Стреляют сверху! Прости, не могу! Так, вернулись. А, в ПКД появляется. Смысл? Прости, я не готов! Повернись сюда, пожалуйста. Гигантище. Оп, добивали те. Раз, 3, 4, 5. С него хилка выпала. Пока мы ее фиг подберем еще. Он раскрылся! Давай! Атака льдом! Хочешь камешек? Лови. Мыса. Взорвался в руках. Похилимся, значится. И все. Минус этот большой камешек. Что скажешь? Ты внимателен. С него там обломки выпали. Это что? Ледяная печать. Повышает сопротивлению холода на 50%. Угу. Хорошо. Так и запишем. Угу. Атрей, за мной! Эта штука поворачивается только с одной стороны. Видно, кто-то этот гробик на этих санях вез. Значительно повышаем нашу силу рун. Еще у нас рунного места-то не появляется, да? Это обидно. Зачем тут световой кристалл Альфхейма? Непонятно. Надо разрушить весь эти потеки, все эти смоляные. Удачно. Раз. И выстрелить. Вот. Есть. Читай. Слушаюсь. Ньорду мы подносим дар моря. Тут верили, что Ньорд усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему. Угу. Ну, не особо сильно им Ньорд помог. Тут еще один разлом есть. Кстати, интересно, а если накидать этих смоляных камней, они же, получается, взрываются и урон наносят? Ну, типа, чисто проверить. А, они исчезают со временем, да? Сейчас проверим.
полутаемся. Не, сундуков тут огромное количество. Как будто нас перед чем-то серьезным так напитывают. Да, максимум 3 вот таких вот камня можно ставить или куда-то кидать. Остальные просто исчезают. Кстати, там еще есть какой-то поворотный механизм. Это что такое? А, это штука. И открылась, да? Нет, не открылась. Да ты издеваешься, мы ж попали. Вот и все. Так, и что тут скрывалось такое интересное? Можно пойти сюда. Руническая атака, да? Нет, знак следопыта. Увеличен урон от всех бросков топора на 6%. Ну, выглядит неплохо. Но только урон от топора он максимально низкий. И что там увеличивать непонятно. Раз. 2. 3. И давайте попытаем удачу в этом разломе. Ну-с. А, просто забрать. Я уже думал, тут у нас будет горячительная какая-то прям, не знаю, зубодробительная битва. А ты тут просто ресурсы забрали. Кошмары. Кстати, вот этот навык, он используется не только на ближних юнитах, но и на дальних. Так что полезный очень даже. А, учили нас, как сражаться с ледяными кошмарами. Они льдом стреляют и, скорее всего, взрываются, и какие-то еще махинации делают. А вот и резец. Как спуститься? Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын, Готов. Так. Этот навык у нас в откате. Уклоняться умеют эти быстрые сволочи. Довольно-таки неприятно. Прости, я не готов. Не успеешь. Да. Не успел. Не успеешь подбежать. Тыщ. Зато попали по нам, да? Тоже минус. Отец, я готов. Делал лунную дорожку, парень. Ему помешали немного. Подожди. Вообще не в того хотел попасть. Ладно.
Минус бугай. Пробили этому блок. Кружим, кружим. Все, хорошо. По здоровью. В принципе... Я готов. Оу, май. Тут появился Огр. Сына, вызывай птичек. Значит, он еще и крутяшечку делает, да? Раз, два. Смерть. Еще один минус. Оу, бугай еще один. Сына, ну что ты встал, ты об тебя упираюсь-то. Ладно, ярость. Берегусь сзади. У вас не слишком ли дофига, нет? Да, блин. Камера, конечно, любит избирать самые неудобные места. Вот выбрала ближайшего. Так, настреливай, настреливай. Так. Садимся на него. Пофигу на второго. Мы им сейчас займемся. Минус, хорошо. Мы двоих драугров убили. Еще двоих убили. Сына, ты могешь. Еще третьего, если убьешь, вообще будет, не будет тебе цены. Не-не-не, ты там это, повоюй сам с собой, этот Огр. Минус второй троллина. Вообще на изичу. Кто там оставался? Драугр один вроде, нет? А, ты его убил вообще, красава. Не, ну респект, респект. Ему не позавидуешь. О, привет! О, Синдри? Да, Поднимайтесь! тяжело. По здоровью у нас, ну, в принципе, мы практически даже и урона не получили. Практически полные, как отсюда зашли, так и вышли. Ну, подразумеваются полные, что у нас одна атака там или две атаки прошлось по нам. Это было нечто. Этот... Да, согласен. Ну-ка, лови! Яблочко. Оу! Ну, а только зря потратил хорошее яблоко. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это... Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому не видит ничего. Вот почему нам самим все это Интересный оружие, момент. как правило, ни к чему. Ой, Давно. боже. На драконов это не действует. Ха. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты? Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? Угу. От него сивухой не пахло. Ты снова дал ему топор. Да. А как иначе? Он так и задумал. Ну, пошли.
Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины. Бах. И все. Наш топор условно стал лучше. Но только не чувствуется. С чего бы начать? Улучшение лука когти имеется у нас. Это купить. Создать, продать. У нас тут есть какие-то вот эти вот наручи вообще самые бесполезные, продадим их. Готово. Наручи на восстановление даже не знаю. Пока оставим. Эти наручи продадим. У нас есть всякие фигурки, тоже можно их сдать. Угу. Улучшить. Нагрудная броня. Что стоит? 3300. Прочная сталь. Угу. Используется для этого. Ну давайте улучшим это гнездо. Получим. Нагрудную броню вот эту вот улучшим. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Да. А для, получается, пояса у нас пока нету ничего. Увеличиваем урон от холода. Ну и можно повышение сопротивлению урону от холода взять. Условно потому... Нет, даже лучше убрать. Нелогично как-то выглядит поставить урон от холода в зимней локации. Как-то это странновато. Лучше давайте тогда броски. На восстановление он нам даст, да. И защиту у нас, кстати, пробила потолок в 100 единиц. Это мощно. Что она давала нам? Это живучесть необходима, сила рун, все. А где защита-то? 250 единиц надо. Да. Не так уж и много получается у нас характеристик этой самой защиты. Так что там за идея? Угадаешь? Ну, наверняка не столбом тут стоять. Верно. Но как идти дальше? А дальше нас ждет подъем на эту огромную махину, молот. Да. Ого, Тамур очень любил украшения. Даже бороду ей не увешал. Лично я считаю, что он выглядит эффектно. Ну, для заснеженного трупа. Прикольно. И что это нам дает? Да ничего вроде. А, вот так он разрушил стену. Осторожно, здесь же моя мастерская. Угу. Хорошо. Ну, спасибо, Синдри, за помощь. А, у тебя еще какое-то задание есть? Путники. О, мерзкие. Вонючие, покрытые мелкими тварями. Но броня роскошная. Попробуем сделать из нее что-нибудь более чистое. Угу, то есть спутников мы собрали какой-то ресурс. За работу. Нагрудники путника. Они, конечно же, основаны на защите и живучести. Угу. Но нам это не очень-то и полезно. Ты можешь хотя бы просто поздороваться. Так. Куда? В этот дом? Да.
Ну, Этот понятно, самый. Чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю. Ну, погнали. Так, тут есть подъем. Я рядом. Путник, да? Без помощников? Реально? Почти готов. Ну, выглядит он вполне по-человечески даже. Я уже готов. Прочная броня. Да почему у тебя-то глушение не работает на Не тебя? могу. А что за с площадью попадания? Он всю арену накрыл. Это нормально вообще? Ну, может, щитом от этого защититься можно? Вот так, чисто предположение. Гляди в оба, сын. Вон ты стоишь, да? Ждешь удачного момента. Давай, давай, атакуй. Я готов. Трума. Повернись, повернись. Вот. Почти готов. Ага, в щит мы его не пробиваем вовсе. Прочная броня. Трума. Дракулы. Вороны Берегись, отец. вручают нас, конечно же. Я готов. Прости, не могу. По ногам тоже не помогает ничего. Он в этом блоке как стоит, так... Это вряд ли. Ну и чё? Почти попал. Ага, у него появились помощники. Ты замедлился. Нет, вставай. Хорошо. Так и запишем. Появляются помощники в середине боя. 2 ядовитых, 1 ледяной, по-моему, сверху. Так. Но это нам не поможет. Контроль взять. Немножечко контроля взять может. А может взять коготь Яца, но не использовать его тяжелую заряженную атаку. Интересно, а в таком состоянии урон-то от нашей атаки ему проходит вообще, нет? Я уже готов. Так, вон дальний. Идите! Я не готов. Ты нам настреливай давай. По здоровью у нас с одного удара, ну с 2 точнее, да, он нанес довольно-таки много. Дракулы. Иди, давай. Потихонечку, главное. Прости, Не запнись. я не готов. Минус. Нет, так не работает.
Нет, не проходит урон. Дичь какая-то. Почти пробил Ауч. броню. Ты живой? Но еще и верхняя атака добавляется. Готов. Удивительно. Поворачивайся. Вот. Хорошо. Трума! Прости, я не готов. Не попали. Берегись! И минус. Ну, не сказать бы, что сложно. У него просто поменялся паттерн атак. Да. Мимир, ты бывал тут раньше? Да, как-то бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, Кратос, что Тор уже остановись. начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Не как парень. В том-то и трагедия. А это куда Они не ведет? принимали участие в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. И куда это ведет? Ладно, хорошо, хорошо. Это надо немножечко пододвинуть, наверное. Кратос, не перебарщивай. А, он только в одну сторону так тащит, да, то есть повел и все, он без остановки делает это. Ладно. А где сына? Почему он внизу остался? А, повернуть надо еще. Там сундук, вон, видите? Повернулась. Мгм. И типа что? Ну, запрыгнули. По плоскости, по параллели-то он не прыгает, это точно. Получается, надо поставить камень так, да? Вот тут. И вот отсюда уже... Не очень хочет Кратос цепляться здесь. Вот. И сундук. Благословление зимы. Сильная руническая атака. Типа наши атаки обладают эффектом... заморозки. Повышается наш урон их этими атаками. Угу. Еще волны пускаем, которые могут противников немножечко станить. Ну, прикольно, прикольно. Надо будет поиспользовать. Да. На последнем уровне урон вкачается максимально. Увеличится длительность эффекта. Повышение эффективности обычных и рунических атак. Угу. То есть при использовании еще дополнительной рунической атаки у него будет повышенный эффект. Угу. Интересно. А активируется он... Да, вот так же. Все хорошо. Ну, пока у нас все на урон идет. Максимальный. Максимальный урон. Да. Так. Спускаемся. И на сегодня, дорогие друзья, мы будем заканчивать. Мы совершили огромное количество дел.
Особенно, когда застряли на том самом драконе. 3 самых безобразных юнита в одной пачке. Это просто невыносимо, кто такое придумал. Да. В следующий раз мы продолжим, скорее всего, проходить основной сюжет. Да. После основного сюжета дополним там всякими дополнительными миссиями наподобие того же дракона, да. А на сегодня, я думаю, давайте прощаться. Вы были, точнее, с вами был я, Кроу, да, Ворон. Всем желаю доброго времени суток. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, что, как, да. Завтра у нас будет стрим, да, пятничный, по головоломкам и просто всяким различным бродилкам. Приходите, смотрите расписание в описании под каналом. Угу. Также в описании под роликом есть плейлист с прохождением Кратоса, всего прочего. Всех его, так сказать, приключений. А на сегодня мы прощаемся. Всем пока.